Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Второй расклад. Переломный июнь 2025 года. Какая тайна откроется для вас в июне? Что ждать от июня месяца и что вас удивит? 3 важных события. Давайте узнаем, что же случится или произойдет. И останемся реалистами, а вы как раз, мои дорогие девы, вы практики, реалисты. И поэтому в наше такое сложное время, раз уж мы проживаем с вами в эпоху перемен, остаться реалистом – это искусство. И вы им владеете в полной мере, я это точно знаю. Астрологически же это очень приятное время, июнь 2025 года. И интересно, и продуктивно одновременно. Не пренебрегайте сентиментальной панорамой отношений. Это как подсказки звездного расписания доброе небо июня. Заботьтесь о своем общении, и вы увидите, как возникают более приятные возможности или буквально какие-то двери перед вами откроются. Возможно, вам придется и решиться на что-то, и это тоже благоприятное время для принятия важных решений, мудрых, соломоновых, или в отношении того, чего мы изменить не можем. Ну, может быть, для кого-то как возможность помириться, или перевести в иную плоскость ваши взаимоотношения. Это доброе время обустроить наш дом, быт и, конечно же, отдохнуть. Вот некоторую перезагрузку нам придется все же сделать, поэтому я и назвала этот месяц переломным. И здесь, наверное, меняется самое главное, знаете, как концепция вопроса. Если раньше вы могли себе задавать вопрос, чего я хочу, или, может быть, даже и не задавали, а шли по направлению «я хочу конкретно чего-то одного». Или, может быть, и не одного, но это, знаете, как какой-то план действий или понимание того, что было вот для вас точно в какой-то перспективе и должно быть так от начала до конца. А вот здесь у нас меняется парадигма этого вопроса в направлении как это мне сделать, чтобы себе не навредить, не помешать. Вот с другой стороны мы видим наши желания, наши возможности, но и обстановку, которая нас окружает. И для многих из вас это может стать месяцем перезагрузки между прошлым и будущим. Ну, давайте узнаем, что же нам подскажут карты. У нас сегодня 2 колоды. Зададим разные вопросы. И первый, что случится или произойдет, происходит, может быть, вокруг даже вас, да, и в какой сфере жизни вы будете принимать важные решения, с чем это связано. Первая карта. Что вас удивит? Кто или что появится неожиданно? И к чему все это идет? Зачем все это было нужно? Каков итог? Что исполнится, что осуществится? Какая тайна откроется? Чего в целом ждать от июня месяца? И какое продолжение следует с заходом на июль? Вторая колода карт. 3 важных события. Достанем 3 карты. Ну вот что-то заканчивается. Я надеюсь, все правильно понимают. 13-й старший аркан. Смерть. Но это не про смерть, а это именно про трансформацию. Это и вы можете от чего-то отказаться. Или вы понимаете, что словно шел не туда. А вот теперь жизнь поменялась, и мне волей-неволей нужно что-то пересмотреть. Может быть, выйти из одиночества или как выйти из какой-то сложной ситуации. Но опять же, вам была помеха, потому что вы так воспринимали. А здесь вы по-другому видите мир. И если мы говорим 13-й старший аркан, мне как-то написали в комментариях, смотрела другие расклады, там сказали, что это смерть. Так это или нет. Я всегда сравниваю чаще этот аркан с зернышком. Ну вот представьте, что вы имеете зернышко, семечко, которое вы желаете посадить и вырастить в что-то чудесное, да, какое-то растение, получить плоды. И вот согласитесь, когда мы садим в землю, в темную, начинается трансформация этого зернышка. И в первую очередь вот та оболочка, панцирь, которая какое-то время нас охраняла, или была нам, ну, как защитой, она должна быть разрушена. И иначе вот этот спящий росток, который находится в глубине зерна,
не сможет пробиться наружу, не сможет пробиться к Солнцу. Так вот, разрушение этого панциря или каких-то внешних помех, это и означает карта 13-го аркана. И в последующем нам придется сквозь эту темную землю шаг за шагом пробиваться, где-то в одиночку, но мы это сделаем, осуществим это как путь к свету, но в других вибрациях, в других энергиях. И правда, для вас июнь может быть переломным месяцем. Мы часто не задумываемся, что мы ведь каждый день делаем выбор. И делаем его на автоматизме. Но, наверное, для вас пришло время таких более осознанно осмысленных решений. Может быть, июнь, когда вы для себя увидите все краски мира как-то по-другому, под другим углом, с другого ракурса. И поймете, что некоторые табу мешают или мешают вам стереотипы. Или когда вы несколько подзастряли в прошлом, в воспоминаниях, вы такое тоже можете принять к выводу или сделать эти выводы. И в конечном итоге мы делаем выбор, и стало быть, если мы одно что-то выбираем, от второго мы отказываемся. Это тоже где-то 13-й старший аркан. Пояснила, потому что неожиданным был такой комментарий, думаю, кому-то важно услышать. 3 важных события. Первое важное событие, с чем это связано. Второе важное событие, мои дорогие девы. И третье важное событие. Давайте будем узнавать, что же случится или произойдет, в какой сфере жизни вы будете принимать важные решения. Вот я вам сразу скажу, 13-й старший аркан, который мы только с вами обсуждали. Карта называется «Служанка в ожидании». Вы перестанете ждать. Может быть, вы ждали кого-то, того, кто не придет. Или вы ждали обещанного, например, да, из разряда 3 года ждут. И вы здесь понимаете, а вот нет, какой-то период выжидательной политики, он закончился. Нет смысла что-то, возможно, и сохранять, или продолжать. Вы от чего-то, скорее всего, будете отказываться. Почему? А потому что вам что-то надоело, мои дорогие девы. Вот точно, надоело, ну, наверное... У кого-то так, знаете, как оскомину набило, или до зубного скрежета, или когда вы окончательно понимаете, меня словно тут водили за нос. Хотя я могу предположить, все-таки 13-й аркан – это внешние какие-то события, как все старшие арканы говорят о той обстановке или то, что вокруг вас происходит, где-то социум, или, может быть, это связано с работой, и вы понимаете, что нет, вот тут тоже меняется. Может быть, на работе руководитель меняется. Может быть, для кого-то из вас и вопрос переезда стоит. Или внешне, опять же, мировая какая-то ситуация на вас тоже влияет. Меня смотрят люди из разных стран. Но для вас это уже какой-то выход. Для вас трансформация. Именно в том плане, что завершается какой-то период неопределенности. Какая-то выжидательно путанная ситуация для вас завершается. Вот что случается, происходит. Что вас удивит? Здесь может, конечно, и удивить конкретный человек, безусловно. По королю жезлов, обратите внимание, здесь тоже у нас где-то глаза раскрываются. Может быть, и было что-то обещано, может быть, была такая персона, с которой были и контакты, вы строили какие-то планы. Всегда магнетизм идет по этой карте. Это тот человек, который обладает харизмой. Так и называется харизматичный лидер или идейный лидер. Вот он способен вдохновить, или он способен к чему-то призывать, да, вот призывы какие-то были. Но сказать, что он будет участвовать в вашей жизни, или он сам будет что-то делать, я не могу. И обратите внимание, он сидит. И собака тоже сидит, и жезл он так крепко, уверенно держит, а двое на горизонте работают. Поэтому вы могли, допустим, какие-то отношения, пусть это по работе, а может быть и в личной жизни, с какой-то персоной, которая была притягательна. Вы могли рассматривать или строили надежды, да, вот предыдущая карта, что человек откликается, и это будет какой-то совместный тандем. А тут вы понимаете, тандем, он только на идеях, а работу нужно выполнять самой или самому. И вы будете пересматривать взаимоотношения либо с конкретной персоной, либо вообще, мои дорогие девы, меняете свою жизнь, и меняется ваше окружение. Может быть, это и вам даже где-то карта говорит, что вас удивит. Это ваше время. И, кстати, вторая половина года для вас будет очень важно себя поставить на первое место. Мы не говорим о гордыне или кому-то мы что-то доказываем, но все-таки вот этим идейным лидером, вдохновителем, это ваша миссия. Это правда.
Астрологически это ваша миссия. И на последующие годы ваш знак зодиака, каждый из вас, словно какой-то шедевр можете создать или что-то удивительное явить миру. И, может быть, переломность июня как раз и заключается в том, что это вы должны, ну, как построить карьеру или сделать что-то для себя очень хорошее, когда вы не выжидаете кого-то в надежде, что о вас вспомнят, откликнутся или выполнят обещанное, а когда вы понимаете, что это у вас достаточно сил, средств, мудрости занять вот эти лидерские позиции. И вас это может удивить. Чего же я ждал или ждала? Вот теперь ваше время пришло. Давайте мы узнаем, кто или что появится неожиданно. Но здесь добрая карта в том, что я не могу сказать, что появляется неожиданно. Хотя пусть не в этой колоде. Есть такая колода Таро Иллюминатов. Там конкретно она построена на историческом факте, поскольку колода построена на символике. И это много лет тому назад, много столетий, когда я все-таки пару слов скажу, хотя кто смотрит мои видео, многократно это слышал, но кто-то смотрит впервые. Так вот, много столетий тому назад это король франков, династия мировингов, его звали Хлодвиг, воюет с готами, и вот именно это событие как бы прорисовано в аркане. Но не само событие, а последствия, как символ. И пусть в этой карте у нас нет геральдической лилии, хотя именно на этом символе все и строится. И, кстати, эта лилия, она присутствует во многих религиях мира. Поэтому, ну, тут, знаете, такая символика, которая нас призывает быть к этому периоду очень внимательными. Почему? За счет не случайных случайностей. И мы ведь спросили именно вопрос, кто или что появится неожиданно. Так вот, я поэтому и вам и рассказываю. Так вот, воюет Хлодвиг с готами, и вышло так, что его войско, и он сам был зажат в патовой ситуации буквально между рекой Рейн и войском готов. И, понятно, не было выхода вообще никакого, но он был король. Вот мы не случайно с вами говорили о ваших лидерских качествах. Никто не видел, понимаете, паника вокруг. Представьте себе войско уставших воинов, которые мечутся и понимают, что их завтра убьют. Смерть буквально неминуема. Но король был король. Он прогуливался вдоль Рейна. И так хладнокровно. Вот поэтому холодные мысли, разум, мои дорогие девы. А вы ведь блестящие аналитики. Вот вам аналитика помогает. Он прогуливался вдоль Рейна и обратил внимание, что вот эта геральдическая лилия, да, но прежний прообраз ее, болотный ирис, маленькие желтые цветы. Он знал, что они растут на мелководье, он увидел, растут вдоль реки и уходят вглубь. И вот это, казалось бы, связь с внешним миром, или вот эта осознанность, то, что мы называем, да, все подмечать. Вот он это подметил, может быть, он был девой, кстати, правда, я вот этот факт не знаю. И он подумал, если эти растут ли цветы на мелководье, а не переправиться ли мне с войском вброд? Сумасшедшая идея. Что он и сделал. И он спас людей, он ушел от погони. В последующем вот эти маленькие цветы, символика вот этой геральдической лилии флёр-де-лис. Так вот, не случайные случайности. Возвращаясь, мы спросили, кто или что появится неожиданно. Будьте готовы к знакам судьбы. Ничто не происходит просто так. И если мы говорим умеренность, это не потому, что часто трактуют эту карту из пустого в порожнее. Нет, здесь вообще жизненный эликсир, как эфир какой-то, да, и идеи имеется в виду, да, которые должны перерасти или переложить на нашу реальность следует. Но сделать это беспристрастно. Обратите внимание, художник нам прорисовал безликую фигуру девушки, как ангела с крыльями, но как будто бесцветно, безэмоционально. Вот вам какое-то решение без эмоций доведется принимать, потому что появится какой-то знак судьбы или какая-то возможность, или, может быть, это будет связано с информацией. Просто будьте готовы. К чему это все идет? А что-то будет продолжено. Рыцарь Пентаклей один из самых медленных рыцарей, тем не менее он идет. Почему он медленный? А потому что он понимает, что-то крупное, доброе, хорошее, надежное строится из мелочей, но это тоже где-то про вас. Вот это осознанность, внимание к деталям для вас.
создает, как и подушку безопасности, вас делают неуязвимым, и вы буквально эти детали вам, как подсказка, тоже могут говорить о том, что, может быть, и придется действовать в моменте здесь и сейчас, но, опять же, осмысленность, осознанность и правильные действия. И на последующий период жизни это будет продолжено. Я должна сказать еще и такой момент, к чему все идет. Если вам нужно решить какой-то финансовый вопрос, когда выпадает рыцарь Пентаклей, поверьте, в вашем окружении есть тот человек, пусть один. И вы, кстати, можете на него совсем не думать. Он вам может помочь финансово. Может быть, и одолжить деньги, или, ну, как-то вы можете с ним провзаимодействовать правильно. Или есть конкретная персона, которая может помочь дельным советом, как поступить, как оформить какой-то документ. Это немаловажно. И еще один момент. Помимо этого, это как марафонский забег лет на 10-20. Значит, дистанция, да, то переломный момент июня, то, что у вас здесь как вырисовывается, да, принимает какие-то окончательные очертания, вами будет продолжено на долгий период времени. Что же осуществится? Именно осуществится, точно осуществится, мои дорогие. Туз жезлов, да, отчасти это наша жизнь делится на до и после. Это и какая-то информация, может быть, сообщение, предложение или, мои дорогие, ваше собственное решение, что исполнится. Здесь есть какая-то победа, здесь есть сама по себе возможность. И даже если мы говорили, не хватало решимости прежде, у кого-то это хватит решимости, а для кого-то это меняется сама по себе концепция жизни, и изменить свое качество жизни, себя опять же, не отодвинув на задний план. Тут можно до бесконечности по этой карте продолжать, но я бы сказала, это какая-то победа. В том или ином вопросе, потому что у каждого свои приоритеты, но это не просто вот как счастливый случай, да, или какой-то разворот судьбы, а когда сама судьба, наверное, пытается вам помочь. Давайте откроем следующую карту. Какая тайна откроется? Ну вот 13-й аркан. И я уже не повторяюсь все то, что я сказала, потому что для того, чтобы мы как совершили вот этот квантовый скачок или просто, может быть, и плавный переход между прошлым и будущим, и где-то по умеренности, это все то, что я уже сказала, согласитесь. Это как мы оставили на прежнем берегу Рейна и переправились на другую, совершенно в иное качество жизни. Но мы с этим должны проститься. И вот этот путь, может быть, для кого-то в одиночку пройти, или вот эта решимость, да, трансформация, безусловно, она у вас проходит в июне. Какая тайна откроется, вы будете видеть, что нет смысла продолжать. И я уже об этом говорила. Чего в целом ждать от июня месяца? Посмотрите, какие арканы. Что-то завершается. И аркан колесница – это карта успеха. Но этот успех мы еще вот на этой повозке колесницы должны промчаться. Но карта говорит, не оглядывайся назад. Тебе отсюда только вперед. И я сказала, жезл словно делит нашу жизнь на период до и после. Встречай все новое. И не бойся видеть мир в тех тональностях, в которых он присутствует. Твоя задача с этим по-новому как-то провзаимодействовать. Но это, знаете, своеобразное выздоровление. И я должна сказать, чего ждать от июня, если уже так поконкретнее. Вверху аркан умеренности. И здесь мы сказали, такие холодные эмоции для принятия решений, уметь, заметить, может быть, вот те знаки судьбы, которые вам будут посылать Вселенная, высшие силы, да, и правильно провзаимодействовать. Но, и может быть, вполне вероятно, вам будет дано небольшое время подумать, вот именно переосмыслить, принять какое-то решение. Почему? Противоположная немножко энергия. Если по умеренности это, ну, где-то вот это хладнокровное спокойствие, а здесь полярная энергия, здесь карта скорости. Поэтому, может быть, для вас кому-то придется быстро собраться, куда-то отправиться и поехать. Какие-то вопросы согласовывать в высоких инстанциях или какие-то диалоги проводить. Здесь не упустить какую-то возможность, вот о чем говорит карта. В плане не упустить возможность, карта умеренности тоже говорит. Но здесь, как и может быть, такая, знаете, неспешность с одной стороны, а потом ускорение или наоборот. Разные скорости в июне, поэтому будьте к этому тоже готовы. Так что же будет продолжено?
А выбор какой-то вам будет, придется, наверное, делать или проводить какие-то параллели. И еще в июле месяце, а июль месяц у нас будет связан с тем, что планета Уран входит в знак зодиака Близнецы. Это будет на несколько месяцев и продлится с июля до ноября. Но нам вот эти месяцы могут показать некоторую палитру, то, чем мы будем заниматься или с чем мы можем столкнуться на последующие 7 лет, когда окончательно Уран переместится в знак зодиака Близнецы. Это произойдет в апреле 2026 года, но сейчас у нас Уран в Тельце, и вы это можете ощущать, вот эти перемены. Почему? Вы, как и Телец, принадлежите к знаку зодиака стихии Земли. И в центре это вопросы благополучия. Сюда все. И дом, и семья, и взаимоотношения, и работа, и откуда к нам приходят деньги, и каким образом. То вот тут тоже что-то будет меняться. Да, это карта иллюзий. Вот вам нельзя вот быть в каком-то иллюзорном успехе или в каком-то ожидании. Поэтому, если что пойдет на июль, вот на июле тоже могут быть какие-то метаморфозы. И может быть переломность, это вам периода июня, для вас как генеральная репетиция для последующих решений. Я не останавливаюсь подробно, но оставлю ссылку в описании под видео. На моем сайте есть статья «События до конца 2025 года». И вот июнь и июль, такие, знаете, фундаментальные, основные месяцы второй половины 2025 года. Жизнь не бывает полностью предсказуема, но наша задача – адаптироваться, а потом организовать нашу жизнь в каком-то новом ключе. Важное событие. Ну вот опять же, да, придется делать выбор. Может быть, вот как завершить это ожидание. Это тоже своеобразный выбор. И выбор – это не что иное. Тоже где-то 13-й старший аркан. Значит, если мы решаемся на что-то, стало быть, от чего-то мы и отказываемся. И вот эта трансформация – это как важное событие. Вы будете действительно что-то выбирать. А почему? А потому что надоело какое-то ожидание. И для вас ваше решение – это как важное событие. Или как отправная точка нового маршрута. Вот я бы сказала так. Давайте откроем вторую карту. Тут нельзя замечтаться. Ну вот и, наверное, по семерке кубков нам ведь тут много что нравится. И знаете, глаза так могут разбежаться, правда. Вы можете прочувствовать как-то по-особенному свою силу, свои возможности. И с одной стороны это вас наполняет уверенностью, это все прекрасно, но какой-то очень четкий тезис-план, я бы сказала, надо иметь. Паш кубков вам говорит, как важное событие, будет много контактов или, знаете, приятных эмоций. Может быть, мои дорогие, это где-то будет еще ознаменовано тем, что добрые энергии, которые в ваш адрес проявляют люди. Паш кубков, с одной стороны, это мы чему-то учимся. Вы можете начать что-либо изучать, потому что это и необходимо, а с другой стороны, вам это интересно. Тут мы занимаемся тем, что именно нам интересно, что нас вдохновляет, безусловно. Но если мы спросили важное событие, да добрая энергия июня для вас, мои дорогие девы, поэтому самое время вот для себя с чем-то определиться. Это тогда будет не на надрыве, да, каком-то, а в таких более мягких, дружелюбных вибрациях. А может быть, для кого-то это сообщение от детей, так иногда тоже проигрывается. Или новое знакомство, я этого тоже не исключаю. Но все то, что я рассказывала, быть внимательным и, наверное, не бежать все-таки впереди паровоза, думать. Ну, это как раз про вас, мои дорогие, анализировать или мудрые Соломоновы решения. Есть приятности, безусловно, но они все-таки должны быть как-то осмыслены, переведены в реальную плоскость. Третье важное событие. Ну вот, наверное, выйти вот из этой девятки мечей, обратите внимание, девушка, и всегда, что девятка, что восьмерка мечей, это карта искаженного восприятия. Может быть, напрямую, для кого-то иногда эта карта символизирует инсомнию. И если вы страдаете бессонницей, может быть, самое время уделить внимание собственному здоровью, здоровому образу жизни. Или, мои дорогие, переработали, вот, кстати, очень часто бессонница – и именно после физического напряжения или эмоционального. Для вас как важное событие привести себя самого или саму в порядок. Как избавиться, да, от неправильных мыслей или от того, что не имеет смысла ждать, надеяться там, да,
осмысленность, опять же. Вот это солнце, которое за окном, его нужно увидеть. И нам показывают девушку, которая сама себя, а не кто-то, а она сама тоже где-то ожидала, но вот ожидания не оправдались. И куча дневников явно тут исписала, тут даже кот ее словно пытается успокоить или переключить на, наверное, на то, что происходит в реальной жизни за окном. Может быть, и есть смысл выйти из каких-то ограничений, которые мы себе надумали. Поэтому вот все начинается с наших правильных мыслей. И какое-то искаженное восприятие у вас просто должно быть завершено, закончено. И тогда жизнь для вас играет новыми красками. Это все то, о чем я говорила. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.